Всем приветики! Рада вас приветствовать на своем канале Рукоделие как хобби. В этом видео я вам покажу, как я связала вот такой вот интересный следок из мастер-класса из интернета. Вот в конце видео я скажу, где раздобыть этот мастер-класс, но у меня немножечко все по-другому, расчет немножко другой. Почему? Потому что у меня использована совсем другая пряжа, а именно я нашла пряжу, остатки, которые у меня были, решила связать с них, и все они получаются разной толщины. То есть у меня есть вот такая вот совсем тонюсенькая ниточка, да. Так, потом есть вот такая из моего проекта про кардиган. Кто не смотрел, тоже можете посмотреть, кардиган из квадратов. Вот. И есть еще вот такая из моих тоже предыдущих проектов про следки. Я там тоже из нее вязала. То есть все три пряжи, они все идут разной толщины. И из-за этого у меня как бы набор петель все получилось немножечко по-другому. Поэтому буду показывать, как делала это я. То есть, чтобы вы наглядно знали, что в принципе любой мастер-класс можно подстроить под свою пряжу. Вот, у меня размер получился также где-то 37-38. Сейчас я одену еще на манекен, покажу, как это смотрится. Вот так этот следочек смотрится на манекене. Довольно-таки интересно. И самое главное, мне безумно нравится, как получилось сочетание цветов. Произошло все действительно, ну, просто чисто случайным образом. Поэтому я в восторге. Я буду носить эти следки просто с удовольствием. Опять-таки, это такой у меня будет экспресс-мастер-класс своего рода. Даже не мастер-класс, а буду показывать, как именно я вязала этот следочек по найденному мастер-классу. Поэтому досматривайте до конца. Ближе где-то к концу видео я скажу, где этот мастер-класс вам найти. Этот следок подойдет даже для начинающих девочек, вяжется, ну, просто реально просто. Вот, но выглядит вообще великолепно. Супер. Мне очень-очень он понравился в исполнении, говорю, он очень-очень прост. Для его исполнения и вязания понадобятся спицы троечка, вот у меня тоже троечка, и понадобится крючок еще. Так, у меня крючок тоже получается троечка я брала. Понадобится еще несколько маркеров, не все, пару штук буквально, просто я их положила в пакетик. Если у кого-то нету маркеров, то просто какой-нибудь цветной ниточкой можно будет обозначить, да, те места, где нужно будет ставить маркеры. Вот, поэтому, ну что, меньше слов, больше дела. Давайте начинать. Буду показывать, как я вязала первый, соответственно, на примере второго такого же следка. Первым делом, конечно же, что мы делаем, это набираем количество петель. У меня ниточка толстенькая, поэтому я набирала 55 петель. Мне подошло для моего размера. Я несколько раз распускала, примеряла, распускала, подбирала 55, само то. И еще небольшой лайфхак, может быть, кто-то не знает, как отмерить нужное количество нитки, да, то есть кончик ниточки для определенного количества петель. Я думаю, кто давно вяжет, знает, кто недавно, тот не знает. Вот, смотрите, я просто беру, оставляю небольшой вот такой хвостик, и мы на спице, я всегда люблю набирать на 2 спицы, не на одну, и мы на спице наматываем столько оборотов, сколько петель нам надо. То есть, если мне надо 55, соответственно, я наматываю 55 оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. То есть вот, чуть-чуть я еще запас оставляю. Так, у меня сменилась картинка, так как спряталось солнышко. Так, 55 оборотов мы отложили, скажем так, и набираем петли самым обычным, удобным для вас способом. Вот, я буду набирать так, и у меня это будет 55 петель. Еще что очень рекомендую, это сначала просмотреть это видео полностью до конца, чтобы быть в курсе, что и как, какая последовательность, да, не сразу браться вязать. Вот, просмотреть видео, и потом уже, если вы решите вязать по моему примеру, да,
уже включать по новой и непосредственно вязать. Все, а я набираю пока что 55 петель у себя. Как раз они, мои 55 петелек, да, посмотрите, какой хвостик про запас остался. Так, теперь что мы делаем? Я буду доставать одну спицу, и теперь нам с вами, ну, либо мне, я провязываю, а вы, смотрите, уже будете повторять, либо не будете. Я провязываю, получается, два вот таких вот ряда, да, вот. Две вот таких вот платочных дорожки, одну и вторую. То есть, грубо говоря, это будет 4 ряда лицевыми петлями. Все у нас по большей части будет здесь лицевыми петлями. Вот, мастер-класс очень простой. Да, и смотрите, как интересно получилось. Из-за того, что у меня пряжа разной толщины, оно получается у меня такое как бы рифленое немножко, да? Классно, я довольна. Я не ожидала, что такой результат будет классный. И оно прям такое как ребристое немножко. Поэтому как бы у меня петли немного по-другому набираются, чем в мастер-классе, который я смотрела, я нашла. Вот так, значит, теперь я буду вязать 2 платочных дорожки. Так, все, достала я. То есть лицевыми петлями мы вяжем, грубо говоря, 4 ряда. Все, я провязываю и дальше уже к вам подключусь. Я провязала уже 2 платочных дорожки, да, то есть получается вот 1, 2. И сейчас мы будем присоединять ниточку следующего цвета. Так, следующий цвет это у меня получается идет вот такой вот белый меланжевый. Вот такой вот цвет. Я эти ниточки сразу привязываю. И все. Мне так проще. Она никуда не уезжает, не заезжает. Вот. Поэтому я ее вот так. Так, я эти ниточки сразу привязываю, мне так проще гораздо. Так, и все. И вот этим белым цветом, получается, мы должны провязать 1 платочную дорожку. То есть вот белый, красный, белый, голубой, да, основной цвет. Белый, красный, белый, голубой. И так далее. Вот до самого конца сейчас я буду так вязать, получается. Вот видите, получается, что у меня белая ниточка совсем тонюсенькая получилась. Вот. Первую петельку я снимаю. И тоже все лицевыми петлями. Этот ряд и второй ряд. То есть вот этот лицевой ряд. И следующий тоже переворачиваем лицевой ряд. Все, буду довязывать этот ряд, и потом я вернусь. Вязала белым цветом тоже 1 платочную дорожку, получается, да? То есть 2 ряда, 1 туда и 1 обратно. Прикрепила уже красную ниточку, вот она, и буду вязать сейчас ею тоже 1 туда, 1 обратно. То есть что я, получается, делаю? Я сейчас провязываю вот эти вот полосочки. Вот это я провязала, сейчас буду красную, белую, синюю, опять белую, красную, белую, синюю и так далее. Вот до этой стороны, то есть до вот этого вот момента я буду вот здесь провязывать. Буду вот здесь вот провязывать. До сюда дойду и вернусь к вам. Будем делать дальше. Продолжаю дальше вязать второй. Итак, продолжаю дальше вязать второй тапочек-следочек. Я связала вот такую вот полосочку, да, если можно сказать. Теперь будем приступать к вывязыванию носика, мыска вот этого. Что нужно будет сделать? Опять, как делала я. Вот, я, получается, закрыла все петли. Теперь нужно будет их вот так вот соединить. Вот, вот так вот нужно будет соединить. И здесь пойдет уже треугольный вот этот вот носик. Я сейчас посмотрю, сколько я набирала петель здесь. Так как у меня ниточка идет довольно-таки толстая, и опять-таки я ориентировалась непосредственно под себя, то есть я здесь набирала крючочком на спицу 10 петель, потом одну накидом, да, между вот этими двумя половинками, и здесь точно так же 10 петель, что я сейчас и сделаю, и к вам вернусь. Вот, значит, я набрала петельки при помощи крючка, да, то есть у меня получилось 10, потом одна петелька здесь как накид, да,
получилось посерединке, и еще 10. Это опять-таки под мои нитки, именно под мою пряжу. В мастер-классе, о котором я расскажу позже, где его взять, там немножечко другой расчет идет, поэтому там более подробный он может быть и по-другому. Там получается здесь посерединке идет 3 петли, потому что потом в дальнейшем мы по 3 петельки будем, получается, вот убавлять. То есть вот они, да, чтобы у нас шел треугольничек. Вот эти 3 петельки посерединке будут убавляться. Так, сначала, получается, я провязываю просто лицевыми. Так, и теперь с изнаночной стороны у меня здесь получилось немножко как зеркальное отображение того. Теперь с изнаночной стороны, получается, я буду провязывать уже ряд вот этой белой, да, белой ниточкой. Провяжу и к вам вернусь. Я провязала, получается, белым цветом, да, меланжевым цветом ряд. Теперь я прикрепила ниточку красного цвета. И сейчас, когда я буду провязывать красным цветом, посередине белого 3 петли я буду провязывать 2 вместе. То есть считываем, сколько здесь у нас петель. 3 петли вместе и здесь оставшиеся петли. И получается, следуя мастер-классу, да, того, что в каждом цветном ряду, то есть у меня это получается голубой и красный цвет, я должна закрывать по 3 центральных петли. А вот этот, который меланжевый, да, такой белый с меланжем, он провязывается туда и обратно без каких-либо закрытий, то есть без изменений. Вот, поэтому буду следовать такому принципу, и получится вот второй такой вот следочек с таким треугольничком, да, то есть тем самым будет формироваться такой треугольничек. Вот, все, потихонечку буду провязывать вот так, как здесь, точно так же, и дойду уже, когда до самого окончания, до носочка, да, я к вам опять-таки подключусь. Так, я довязала вот эту верхнюю часть носика, да, и теперь мне нужно набрать петли на боковые вот эти вот стеночки. Вот на эти боковые стеночки, чтобы потом перейти к подошве. Здесь у меня осталось 3 петли, то есть здесь у меня будет 3, здесь мне нужно набрать, по-моему, 18, потом здесь до серединки мне нужно набрать 27. Вот сейчас я отмечу себе здесь серединку. По этой стороне 27 и здесь 18. И по кругу я буду вязать уже вот эту вот часть, да, вот эту вот часть, именно продолжение, да, вот этих вот боковиночек. Провяжу вот эти боковинки, сколько у меня получилось, 1, 2, 3, 4 платочных дорожки, да, получается. Но здесь надо будет чередовать лицевой и изнаночный ряд. Так, и тут дальше уже буду потом увеличивать и увеличивать количество петель и переходить уже на провязку непосредственно самой подошвы. Я уже, получается, раз, два, три, скоро закончу вот эту вот боковинку. То есть мне еще раз сделать вот такую вот дорожку, и дальше я буду уже расширять вот эту часть, да, и вязать подошву. Вот видите, смотрите, как оно получается. Вот. Это вот боковиночка. Вот это. Вот. Так это выглядит. Провязала уже, получается, боковинку, то количество рядов, сколько мне нужно, и начала уже увеличивать подошву, да. То есть у меня было, сколько у нас получается, 3 петли. Я теперь провязываю туда-обратно, добавляя с каждой следующей стороны, да, то есть я, смотрите, как провязывала. Раз, два, 3 петли провязала, провязала 4-ю, перевернула. Раз, два, 3, 4 провязала, с той спицы сняла 5-ю, перевернула и так далее. То есть вот таким образом я буду расширять в моем случае до 15 петель. Так, сейчас я расширю и дальше к вам подключусь. То есть, беря с каждой стороны, добавляя по одной петельке в каждом ряду, получается. Тем самым оно будет расширяться. Мне надо расширить до 15 петель. У меня уже наступил поздний вечер, приходится снимать при искусственном, прям сильно освещении. Так, я довязала уже полностью до конца подошву, оставила по 15 петель, да, то есть 15 петель у меня была подошва, и оставила 15 петель вот с этой стороны, где
должна быть пяточка, да. И сейчас я вот это выведу спицы на изнаночную сторону и крючком аккуратненько зашью, скажем так, да, то есть сделаешь здесь шовчик, соединяя вот эти петельки, и у нас получится уже в принципе практически окончание. Единственное, нужно будет сверху еще крючком вот так вот по кругу пройтись, чтобы немножечко уплотнить вот этот шов, и в принципе будет уже почти все готово. Так, я довязала вот здесь, получается, сделала шовчик, вот он внутри такой, он в принципе довольно-таки мягкий и мешать не будет. И здесь вот поверху я просто обвязываю косичкой, да, полустолбиками, это вроде как называется, если я не ошибаюсь. Но я с крючком мало знакома, но я учусь. Вот такой косичкой просто обвязываю, тем самым оно будет, сейчас покажу, будет более здесь лучше держать свою форму и будет более такое пожестче, скажем так, да, и красивее, соответственно. Вот. Я закончила. Вот такой получился у меня второй тапочек. Когда он надевается на ногу, соответственно, он выглядит точно так же, как и этот, да, вот в таком свободном состоянии он вот так вот смешно выглядит. Вот. На самом деле все очень просто, подойдет для новичков, для начинающих, по сути. Ничего сложного в этом вязании нету. Ну и, конечно же, я этот мастер-класс придумала не сама, не с головы, но цвета и подобрала свои, и по своей пряже, именно по ее толщине, подбирала немножко другое количество петель, скажем так. Вот, мастер-класс я нашла на ютубе, замечательная просто женщина, зовут ее Татьяна, канал, по-моему, называется «Турецкие узоры». Вот, я уже вязала по ее мастер-классу одни слитки, эти точно тоже ее, скажем так, тоже по ее мастер-классу. Поэтому, девочки, особенно новички, да, кто боится, не бойтесь, берите, смотрите, вот такие мастер-классы. Они несложные, как говорится, самое главное начать. И вот такая вот красота получается. Связать это все можно очень быстро. Единственное, что меня заняло это время, потому что я занималась и другими делами, но на самом деле все очень быстро, просто. И даже вот элементарно с остатков какой-то пряжи, как это сделала я, можно связать, да, своего рода вам такое вдохновение. То есть не обязательно брать... специально покупать, если вы просто учитесь, такую пряжу, как в мастер-классах, можно подобрать какую-то похожую и уже методом примерок каких-то, да, замеров на себе и вот того, что вы вяжете образца, выйти в нужный вам, так скажем, размер либо количество петель. Вот так вот у меня получилось. Я надеюсь, что я кого-то вдохновила на вязание, что кто боялся, посмотрел и увидел, что я смогла, это значит, и у вас тоже обязательно получится еще и лучше, чем у меня. Поэтому не бойтесь, пробуйте. Если есть какие-то остатки пряжи, замечательно, берите, учитесь на них. Вот. И буду благодарна всем, кто подпишется на мой канал. Обязательно подписывайтесь. Впереди еще много интересного. У меня очень много идей и своих собственных, которые в голове, и идей, которые я видела в интернете, какие-то такие наметки, скажем так. Вот, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Вот, всем огромное спасибо. Самое главное, желаю творческого вдохновения. Еще самое главное, здоровья, успехов, любви, счастья. Пока-пока.